Приколы на АвтоВАЗе. Продажи ВАЗ-2107 взлетели на 57% и обогнали Весту. АвтоВАЗу стоит переключиться с Искры и Ауры на классику. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. Похоже, Волжский автозавод уже сам не рад собственному прошлому, которое не только не отпускает, но и продолжает звучать так навязчиво, словно застряло где-то между ностальгией и рыночной реальностью. Его тени умудряются регулярно влезать в повестку и напоминать о себе с неожиданной настойчивостью. Казалось бы, все внимание сейчас должно быть приковано к свежим моделям, вроде Лады Искры или Ауры. Но неожиданно на пьедестал взобрался автомобиль, о котором уже давно говорят в прошедшем времени. Продажи ВАЗ-2107, машины простой как молоток, взлетели на 57,5% за один лишь месяц. Только вдумайтесь, за 31 день по стране сменили владельцев 14 тысяч этих самых семерок, не новых, а поддержанных, бережно сохранившихся или, может быть, кое-как собранных, но все еще на ходу. Kia Rio, находящаяся на втором месте, отстала более чем на 2000 проданных экземпляров. Далее следует Hyundai Solaris и ВАЗ-2114, где разрыв между ними уже меньше, всего пару сотен машин. Но суть не в расстановке по местам, суть в том, что на вершине вдруг оказался автомобиль, который вот уже как 12 лет не сходит с конвейера, потому что с него просто давно уже ушел. Если отмотать ленту времени немного назад и взглянуть на картину за прошлый год, окажется, что семерка удерживает лидерство на протяжении уже более года. И это, безусловно, феноменальный результат. За прошлый год россияне приобрели 139 тысяч семерок. Это на 42% больше, чем годом ранее. Разве это не выглядит как нечто из ряда вон выходящее? Машины, производство которых давно свернули, по логике должны были остаться редкостью. Время делает свое. Кто-то разбился, кто-то сгнил, кого-то утилизировали. Новых не поступает. Значит, на рынке их должно становиться все меньше и меньше. Но мы видим совершенно противоположную динамику. В ситуации, напоминающей парадокс, старая семерка снова занимает центральное место на сцене. Ощущение такое, будто в чьих-то гаражах тихо и скрыто кто-то наладил подпольное производство. Потому что количество машин на вторичке растет, и объяснить это одним лишь люди сберегли становится все труднее. Но если без конспирологии, это просто подтверждает невероятную популярность модели. Если сравнивать продажи ВАЗ-2107 с показателями новых автомобилей, то картина становится еще интереснее. Даже новенькая Лада Веста, вроде бы символ обновленного подхода к отечественному автопрому, уступила в количестве реализованных экземпляров. В прошлом году удалось продать 123 тысячи новых Вест, тогда как семерок 139 тысяч. При том, что Веста на втором месте, очевидно, что все остальные иномарки уже точно не догнали ветерана. Один единственный автомобиль пока еще держит оборону, это Лада Гранта. В прошлом году ее приобрели 201 тысяча человек. Устаревшая по всем техническим параметрам, но все еще живая. Семерка вдруг оказалась на пике популярности. И у нее действительно есть как минимум один мощный аргумент – экономичность. В условиях, когда Центробанк повысил ключевую ставку, автокредитование резко пошло вниз. Люди просто стали меньше брать кредитов. Дорого, накладно, невыгодно. И тут выходит на сцену старая добрая семерка с ценником в 150 тысяч рублей за ухоженный экземпляр. А рядом стоит Гранта за миллион с хвостиком, причем в средней комплектации. Спрашивается, кто будет брать машину в кредит, если можно сесть за руль за наличные? Вывод напрашивается сам собой. Получается, что на фоне кризиса автокредитования ВАЗ-2107 снова становится народным выбором. Все это так сильно напоминает эпоху, когда на улицах практически не было других машин. И если нынешние тенденции сохранятся, не исключено, что мы станем свидетелями второй молодости русского Мерседеса. И вот тут возникает вопрос к АвтоВАЗу. Не стоит ли временно забыть про Искры и Ауры и, быть может, пересмотреть приоритеты?
Сама идея вернуть в строй проверенную временем семерку кажется не такой уж и безумной. Тем более, что запуск Лады Искры постоянно переносят, а прогнозы по рынку от самого главы АвтоВАЗа Максима Соколова, мягко говоря, не радуют. Он ожидает падения продаж новых авто еще на треть. И все это в тот момент, когда именно Искра должна была прийти на смену Гранте и стать самой доступной новой машиной в стране. Вместо этого на горизонте туман, и никто не знает, как покажет себя новинка. Тем более, что параллельно с этим на рынок пытаются вывести Ауру, удлиненную Весту с ценником 2 миллиона 600 тысяч рублей. Но АвтоВАЗ переверстал план по производству Ауры в сторону уменьшения. Ранее с конвейера сходило по 30 штук Лады Ауры в сутки. Теперь же их собирают не каждый день, так как продажи единичные. Может, стоит подумать в другую сторону? Если восстановить оснастку для семерки невозможно, может наладить выпуск не менее популярной на вторичке ВАЗ-2114, она всегда где-то рядом, не догоняет, но и не отстает, держась вблизи триумфующей семерки. А ауры пусть отправляются завоевывать рынки других стран, например Кубу, куда уже начал путь москвич. Кстати, с автозавода Лада Ижевск буквально на металл выставляют одну из самых затратных составляющих автопроизводства – штамповую оснастку. Речь идет о 120-тонном лоте, который сейчас участвует в торгах, и его цена к настоящему моменту приблизилась к 2 миллионам рублей. Это тяжелое в прямом и переносном смысле оборудование использовалось для производства кузовных деталей по одному из ранее закрытых проектов предприятия. Когда журналисты обратились за комментарием к представителю АвтоВАЗа, тот категорически отказался уточнять, к каким моделям относилась данная оснастка. Более того, он добавил, что перед передачей покупателю на поверхности матриц и пуансонов намеренно нанесут повреждения. Таким образом, оборудование будет полностью выведено из эксплуатации и не сможет быть использовано повторно по своему прямому назначению. Штамповая оснастка – элемент технологической цепочки, требующий огромных вложений. Стоимость нового комплекта пресс-форм для производства, к примеру передних крыльев, может начинаться от 1 миллиона долларов. Ижевский завод традиционно специализировался на выпуске кузовных элементов, поэтому нетрудно предположить, что списанное оборудование могло быть связано с производством таких моделей, как ВАЗ-2107. Судьба этого металлолома с автозаводским прошлым по сути предрешена. Вместо того, чтобы потенциально возродить производство классических моделей, остатки ушедшей эпохи окончательно превращаются в груду металла, чья ценность теперь лишь в весе и составе сплава. Так что, как считаете, стоит ли вдохнуть новую жизнь в проверенную классику? Быть может, в ее простоте и надежности как раз тот самый рецепт успеха, которого сегодня не хватает. Ну и обещанная мною шутка. Я помню, когда трава была зеленее, решил пристегнуться на своей семерке. Как итог, первый же гаишник останавливает и с круглыми глазами спрашивает: «Чё пристегнутый, пьяный что ли?» А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.